Еще немножко низмо прямо-таки будет. Весь обзор буду вот так вести, смотрите, как по кайфу. Всем привет! Народный автомобиль снова у меня на канале. Кстати, я сразу скажу, что в хорошей комплектации для такого автомобиля, да, сами видите, это всего-навсего обыкновенный Nissan Wingrad. Многие их знают как такие рабочие лошадки, обычно скучные, унылые, некрасивые машины. Но есть серьезный такой пласт их любителей, которые их ласково называют дельфинчиками. Кстати, это прозвище еще есть у Honda Airwave. У меня про такую машину тоже есть на канале. Кто не видел, можете в подсказку, либо в описании ссылка есть, тоже перейти посмотреть. Сегодня мы посмотрим именно с положительной стороны на утилитарный вроде бы автомобиль. Я вам покажу, что он может быть интересным и приятным. И знаете, у него есть один хороший нюанс. Вообще у этой модели хороший такой нюанс. Wingrad в неизменном виде производился до 2018 года. Что в 2005 году, что в 2018 году эти машины выглядят одинаково. Одинаковые внутри, одинаковые снаружи, а вот в цене она будет очень весомо отличаться. Потому что если начальные года производства это, скажем, 400-500 тысяч, там какой-нибудь 2005, 2006, 2007 год, но последние года производства, они реально стоят 900 с лишним тысяч рублей с учетом комиссий и доставки во Владивосток. Здесь как раз уже четко работает правило, что выбирать нужно по состоянию, а не по году. Конкретно наша машина, конечно, не из тех комплектаций, которые считаются у них самыми крутыми, типа Axis или Raider, но, тем не менее, тоже в хорошей версии, с мотором 1.8, с вариатором, с лепестками за рулем, как видите, в обвесике. Еще немножко низмо прямо-таки будет, хотя вот спойлерочек вот в такой версии даже поинтереснее смотрится, как по мне. Цвет, конечно же, не какой-нибудь белый, там, как в его грузопассажирской версии Nissan AD, да, так уж и быть, скажу вам англофилам. У нас все ее Адам называют, да. Кстати, есть еще версия Mazda, да, тоже с таким же кузовом, только с шильдиками Mazda. Так вот, конечно же, техническая часть у этой машины достаточно простая. Мы к ней перейдем попозже как раз, а вот салон... Салон все-таки штука хорошая, особенно багажник, потому что за вот этот багажник их и выбирают. У него даже, кстати, переднее сиденье складывается, да, ну вот пассажирское. И в багажнике еще есть одна плюшечка, такая тоже туристическая. Летом это очень важно про это сказать, которая мне очень нравится. Вот такая сдвижная шторочка, мягкая. Кстати, к подголовникам крепится тоже. Ее многие снимают, потому что она, ну, гремит у людей. Мне нравится, что она из такой ткани виниловой, что не пачкается. Ее легко помыть, если что. Вообще в этой машине многое нацелено именно на то, чтобы было легко помыть. Смотрите, что здесь есть. Вот о чем я говорил. Туристический момент. Здесь есть скамеечка. То есть мы открываем, можем присесть. Это все пластиковое. Здесь даже есть такие вот выемки, ну, что-то типа подстаканника, да, со спинкой скамеечка, да. Но это еще не все. Во-первых, у нас крышка багажника теперь выступает как крыша, да, а в крыше есть еще и свет. То есть, смотрите, можно вечерочком приехать на речку, да, присесть, смотреть на водичку, у вас будет подсветка. Шикарно, елки-палки. Мелочи, да, а ведь подумали, кому-то там... В Японии, да, из дизайнеров Nissan пришла такая идея, такое замутить. Вообще покрытие багажника само по себе пластиковое, шершавенькое, то есть действительно его легко мыть. Огроменный поддон, вот этот, ну, тут даже органайзером его не назовешь. Здесь места прям, ну, очень много, то есть ты не только сверху можешь положить все. Кстати, в самой этой сидушечке, ее вот можно как крышечку убрать, в ней тоже есть глубокая ниша.
реально глубокие, хорошие ниши. Ну, тут можно вот, как у нас здесь, вот какие-то провода и прочие вот знак аварийной остановки. Вот, то есть, реально машина вместительная даже не то, что вдаль, да, так скажем, а еще и в глубину багажник сам по себе неплох. Мне вот это сиденье, конечно, прям вообще кайфую. Дай-ка я еще раз сяду. Весь обзор буду вот так вести. Смотрите, как по кайфу. Ох, вещь. По бокам еще есть кармашки. И тут есть. И тут. Знаете, вот частенько есть такая тема. Всякие органайзеры для машин, там такие кожаные всякие шьются, заказываются. С такой машиной никакой вам органайзер не нужен будет дополнительный. Все можно спрятать вот здесь вот под полом, в нишах. Нормально. Давайте померим габариты, чтобы вы удивились. Винград может гордиться однозначно. 1,2 см до крышки багажника и до спинки задних сидений. Ну давайте я вам покажу, как можно сложить заднее сиденье. Смотрите, хлоп. И второй рычажок, хлоп. Ёлки-палки, как будто что-то крутое. И до переднего ряда сидений 1,85 м. А он такой маленький снаружи, да, кажется? Чтобы вам было понятнее, это габариты багажника Mark II Qualis или Nissan Avenir. Вот там точно такие же габариты багажника, но только машина вот эта поуже, в ширину. То есть Qualis или Avenir, они шире. Есть отдельная кнопочка для складывания переднего сидения. Такая же кнопочка есть и на самом переднем сидении, на спинке, но вот конкретно у нашей с ней немножко проблемы. Сейчас до самого бардачка, еще даже немножко по диагонали померяют. 2,7. То есть благодаря тому, что можно сложить еще переднее сиденье, да, получается мы, во-первых, имеем такой столик, когда сидишь на втором ряду, и в то же время можно спокойно, смело спать. Вообще хорошо. Мне вот это покрытие все-таки, вот именно пластиковое, вот это прорезиненное пластиковое какое-то виниловое покрытие на полу багажника и на стенках причем, оно мне очень нравится. Причем, смотрите, оно, вот сразу видно, да, разница в покрытии. Вот там, вот в этой части салона просто пластиковое покрытие, а здесь именно вот это виниловое, да, какое-то. То уже с какими-то немножко царапками. А на этом ни единой царапинки вообще толком не видать, потому что оно, видимо, такое специально задумано. Что-то, кстати, тут люверс прямо так много, вы посмотрите только. Все можно в сеточках, веревочках. Здесь люверса, тут люверса, там люверса снизу. Хорош. Это уже третье, считается, поколение Винграда. Это был настолько мощный конкурент Toyota Fielder, он реально функциональный. Тут просто именно практичность продумана лучше. Ну, так что... и стоят они дешевле. Весомо стоит дешевле. Иногда разница может достигать пару сотен тысяч, если не больше даже. Ну, смотря, опять же, какие года, да, какие комплектации. Более того, дешевле обслуживание, дешевле ремонт. Кстати, багажник даже в несложенном варианте, когда сиденья, спинки сидений не сложены, можно сделать побольше за счет того, что можно двигать по рельсам второй ряд сидений. То есть, я уже померил, просто вам так сразу скажу. То есть, на 5 сантиметров четко, ну, там почти что даже на 6, бог с ним, можно увеличить глубину багажника даже вот в несложенном состоянии. В принципе, можно прям максимально, вот я максимально вот придвинул, то есть при японском росте пассажиров, да, спокойненько можно максимально придвигаться сюда. Но если мы отодвигаем максимально, вы гляньте. Ребят, в салоне он, конечно, простенький. Здесь у нас руль кожаный только потому, что его дополнительно перетянули. В этой версии он кожаным быть не должен. И вот эти, как видите, облицовки просто пластиковые, а не такие, знаете, под мрамор, как в дорогих версиях типа Аксиса того же или Райдера. Естественно, серебряночка, но в целом сам по себе вид салона, что в дорогих версиях, что в простых, одинаковый. Ну да, вот у нас обычный руль, был бы мультируль, но опять же, мультируль только на управление мультимедиа по факту. Более свежие версии, совсем которые прям новые, в них маленечко натолкали систем безопасности. Там, кстати, оснащение системами есть и у грузопассажирских АД, посвежее годом. Да и у них оно еще и покруче, прикиньте. Там есть и система предотвращения столкновений, и контроль полосы. Вот тебе и АД, да? Я от таких машин, конечно же, ничего особенного не ожидаю, но в любом случае нужно понимать, что трудно найти более обыкновенный, более простой и незамороченный салон. Хотя, с другой стороны, мыть легко, все панельки плотно пригнаны, скрипов, стуков и прочего не особенно много. Прям категорически все плохо с подстаканниками. Ну, серьезно, что-то подобие подстаканника здесь
здесь вот есть, ну какой-то такой вот поддончик, но опять же, куда тут что ставить? Да, его зато можно вытащить и там, иметь поглубже что-то, да, какой-то карман. Здесь тоже пепельница, вот какого хрена здесь пепельница, хотя могли бы сделать подстаканник. Здесь тоже просто, это крышечка для УБД, а не подстаканник, да, вы же даже не надеетесь. Тут тоже пустое место, а могли бы сделать подстаканник. Здесь тоже пустое место, но могли бы тоже сделать подстаканник. Бардачок, кстати, реально большой, хоть чем-то компенсируется. В остальном все максимально просто. Больше 10 лет, да, на конвейере, и они все время одинаковые. Но стабильность — признак мастерства, да, как-никак качество, надежность, да. Если еще учесть, что люди на них таксуют, люди на них ездят очень много на дальние расстояния, то, ну, и как бы не жалуются, с ними все хорошо. Я считаю, что под свои задачи машина вполне себе адекватная. Все всегда говорят, что у Вингрода в любом поколении деревянная подвеска, а я обычно имею совершенно противоположный опыт. Обычно Ниссаны помягче, но вот с этим, походу, у меня точно не получится ощутить особую мягкость, потому что здесь жесткие стоечки стоят. Но вот грунтовка вот должна быть. Вот в случае с Ниссаном грунтовку надо. Лепестки бывают только у версии с мотором 1.8. Вариаторная, естественно, машина. Важно знать, что у Вингродов может быть и обычная автоматическая коробка, и вариаторы. На полном приводе всегда будет автомат, а на переднем может быть и то, и то. Кстати, полный привод у Вингрода как бы гибридный E4WD, то есть не кардан и редуктор, а дополнительный электромотор на задней оси. В каталоге, вот специально сегодня посмотрел, одинаковый вариатор 0.8, да, джатковский вариатор, что на 1.8, что на 1,5 литрах. Так вот, представляете себе, в реальности это разные вариаторы. То есть, если вы купите, вот скажем, от 1,5, он тупо не встанет сюда. Моторы 1.8 и 1,5 тоже разные. То HR-серия, это MR-серия. MR-серия, она более продвинутая. Есть сейчас даже уже второе поколение этого двигателя. То есть, в совсем свежих версиях Вингрода вы будете иметь тот же самый двигатель, но его более свежее поколение. Он маленечко избавлен от детских болезней. Может быть, из-за того, что эти машины реально используются как повседневки в полном смысле этого слова, и в грязь, и в снег, и ну, всяко разное. Может быть, поэтому у них и такая вот репутация иногда, что моторы, может быть, масложористые, так извините, они укатанные просто. Но информации, самое главное, в сети полно, с машинами этими хорошо знакомы в автосервисах. Так что, я думаю, проблем быть не должно. Слушай, он так прямо заревел, да? Но скорость-то небольшая, мы даже до 100 не разогнались. Он заревел-то прям так, ух! У нас, видели, банка какая забавная? От нее звук зато такой, ничего себе. Маленько, чуть-чуть с пропердью, это, видимо, из-за того, что катализатора уже нет. Чуть-чуть. Но... Давай. Вот опять та же ситуация. 5000 оборотов. Орем во всю Ивановскую. Ну, когда уже? А вот соточка наконец-то случилась. С динамикой здесь не так хорошо, как ожидалось. Сейчас попробую в поворотике прямо прочувствовать, а? Маленько разогнаться и в поворотике. Он так-то вроде стабильненько стоит. Ну-ка, поехали. Слушай, неплохо, еще так на выходе газку поддаешь, тянет. У меня про Nissan очень много выпусков, про очень многие народные машины. И вот еще ни разу я не мог сказать, что, ну типа, вот так вот, ни разу еще такого не было. Что про Рнессу, что про Тииду мы снимали, что вот про Вингро. Да, ты понимаешь, что это обычные, утилитарные, повседневные машины, но они не расстраивают. Ну а еще если учесть, что это все ликвидные машины, то есть их легко купить, легко продать. Подписывайтесь на канал,
делайте репосты в соцсети, обязательно пишите активно комментарии. И всем пока!